Так получилось, что мне дважды приходилось бывать в разных местах, которые, где стояли, скажем так, памятные или там называть указатели, что именно здесь находится центр Европы. Люди, которые их установили, свято верили, что центр Европы именно у них. И там были оборудованы площадки для отдыха, были указатели в разные стороны света. И туда приезжают туристы на автобусах отметиться, что вот я был в центре Европы. Вот я, повторюсь, была в двух местах, которые там находятся на большом расстоянии друг от друга, в которых люди убеждены, что именно здесь центр Европы. Так вот, я думаю, что в Ёлче тоже центр Европы. И главное в это поверить. И я убеждена, что дети, с которыми мы вместе создавали карту моей деревни, в данном случае карту Ёлчи, в это поверили. У нас классно. Это про нашу школу. Вы у нас, конечно, не были. До нас целых 39 километров от Брагина ехать надо. Это мы все в летний лагерь идем. А это Рокки. Он за Женькой и Алиной бежит. А это наша школа. Ялчанская средняя школа. У нас тут при школе лагерь оздоровительный, дневного пребывания. Обычно мы гуляем, играем, викторины у нас бывают. А сейчас нам дядя Женя и тетя Оля приехали. И мы с ними важным делом заняты. Очень трудно. Мы карту нашей деревни делаем. И не просто карту, а со всякими историями. Мы все эти истории сами ищем, ну почти сами. С Людмилой Петровной, нашей учительницей по истории. О, а это тетя Оля. А это дядя Женя. Ну вот, а историю мы в краеведческом кружке ищем. А еще мы много на экскурсии ездили. Мы теперь много про нашу деревню знаем. У нас тут 150 лет назад две мельницы было. Одна паровая, а другая конная. И еще пристань была, и переправа паромная. А этот зеленый дом – это дом ветерана Великой Отечественной войны Некрасова. Он последний живой ветеран в нашей деревне был, но 2 года назад умер. Он всегда приходил 9 мая с цветами и про войну нам рассказывал. Мы, конечно, про войну много знаем, но когда он про себя рассказывал, это же совсем другое. Мы еще не про все дома знаем, но мы пока их все на карту наносим, а потом будем и истории про них узнавать, и про то, кто там сейчас живет, и тоже будем истории записывать. Это наш огород. У нас там пятиклашки с Галиной Николаевной за грядками ухаживают, а потом то, что вырастет, на конкурс отправят. Это колодец старый, деревянный, красивый. Раньше в нем воду набирать можно было, а теперь нельзя. Климат поменялся, и вода вся ушла. Из крана она течет, и в колонках есть, а в колодцах нет. Совсем. А тут церковь была, Михайловская, в честь архистратига Михаила. И в архиве книги сохранились, метрические. Там записано, кто когда крестился и кто когда женился. А это городище. Археологи нашли, что тут люди жили 1000 лет тому назад. Это знак памятный об этом. А
это магазин Джулия. Я сюда за покупками хожу. Мама говорит, что тут дешевле. Один хожу после обеда. Короче, вот такая карта у нас получилась. Правда классная?